Представители знака зодиака Лев, львы и львицы, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 5 по 11 июня. Давайте узнаем, что важно знать по мнению карт, каковы их будут подсказки. Конечно, будем реалистами, любой расклад мы не можем использовать для принятия важных решений. И даже если нас объединяет общий знак зодиака, увы, у каждого своя судьба, жизненная история, обстановка, в которой мы находимся. Но я должна сказать, что с 4 июня Венера вошла в ваш знак, и это совершенно другое качество жизни. Это вкус жизни, это романтика, где-то флирт, новая игра. А для кого-то из вас, может быть, пришло время отказаться от тех отношений, которые нам ничего не приносят, или от какой-то безответной любви. Ну, давайте мы узнаем, что личная жизнь может выйти на первый план. Итак, что важно знать? Чего не избежать? Или, может быть, неожиданности? Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И мы достанем 3 карты по основным сферам жизни, деятельности, дело, работа, бизнес. Что у нас по денежкам, финансы и личная жизнь? Итак, что важно знать? Ну, победители, кто бы сомневался. У вас сейчас наступает очень неплохое время. И, надо сказать, Венера пробудет долго. И как раз за этот период вы можете для себя самих как и решить вопросы, именно касаемые личной жизни. Все-таки это в первую очередь. Для кого-то Венера это у нас еще и финансы. Значит, какие-то денежные вопросы уладить. Ну и, безусловно, вот карта победителя. То есть это больше какой-то самореализации. Прекрасное время. И надо сказать, по этой карте шестерка. Любая 6 в колоде. Таро – это победа. Здесь победа такая, знаете, всеобъемлющая. То есть по всем где-то фронтам может быть победа. И это радует. Но не расслабишься, мои дорогие. Эта карта говорит о том, что обстоятельства вокруг нас будут меняться постоянно. И победитель это знает. Он надеется сам на себя. Он не надеется на счастливый случай. Он не будет подвергать себя риску, свое положение, все то, чего он достиг, добился, или то, что у него буквально есть, может быть, какие-то имущественные вопросы. И здесь на самосохранение и быть готовым гибко где-то подстроиться под те варианты событий, которые будут вокруг нас. Одним словом, 50% успеха, когда мы что-то достигаем. Но есть еще другие 50, когда нам приходится эту победу удерживать, мои дорогие, вот где-то так. Но уже позитив. Чего не избежать? Правда, вдохновение, романтики, новых форм чувственности, каких-то приятностей. Для кого-то из вас это могут быть, знаете, как отношения, даже пусть в сложившемся каком-то союзе, они словно расцветают с новой силой. Мы как будто можем узнать друг друга заново. И эта карта музы, тем не менее, хоть много такого возвышенного и неземного, нас возвращает эта карта вполне конкретным делам, и к нашему благополучию. Рядом с принцессой кубков находится кубок. И оттуда выглядывает рыбья голова. Это не что иное, как наше материальное благополучие и какие-то материальные формы. И значит, это чего нам не избежать? Как и вдохновение, так и решение вопросов по финансам каким-то вашим. Или для кого-то это может быть через творчество. Ведь это карта творчества. Это когда мы какую-то идею, которую долго, может быть, вынашивали, обдумывали, как это обустроить. А здесь мы это осуществляем в реальной жизни. Прекрасно. Чему сейчас не время? Быть в одиночестве, быть холодным, быть отстраненным, отправляться куда-то в одиночку. Или, знаете, устраивать себе какую-то глубокую философию. Безусловно. Отшельник – это мудрец или Диоген с фонарем. И вот этот самый фонарь – это не что иное, как прообраз интуиции. И, конечно, этому всегда время. Но, видимо, есть риск, раз нам выпадает этот старший аркан, когда мы можем уйти в себя, когда мы захотим настоять где-то на своем и что-то можем разрушить, мои дорогие. Ведь это карта одиночки, который продолжает свой путь, невзирая ни на что. Положительный момент в этой карте тот, когда нам никто не мешает. Наверное, если нам в позиции «чему сейчас не время»,
то все-таки не время вам находиться, знаете, в каком-то обособленном состоянии. Или словно отгораживаться от мира. Или искать те возможности, когда мне никто не будет мешать. Правда, у кого-то из вас это может проиграться. Мы же рождены еще каждый в свой год. И у каждого какие-то свои задумки. И есть среди нас те люди, которые просто любят быть один на один сам с собой. И может захотеться по всем этим картам. Здесь как будто уже и много людей, и много общения, и много вдохновения. Может этот где-то вихрь закрутить, и нам захочется обособиться. А карта нам настойчиво говорит, что нет, сейчас не время, сейчас больше взаимодействия с миром. Нам никто не мешает, безусловно, но мы, видимо, какие-то должны свои планы или вдохновение, поделиться, может быть, своим вдохновением, или не уходить где-то от отношений, которые есть. Ведь может сложиться так, что мы, возможно, должны проговорить то, о чем мы раньше замалчивали. И поэтому взять мужество и вот так где-то спокойно, с большей лояльностью обсудить, может быть, те вопросы, которые сложные. И мы все равно будем победителями, понимаете? То есть вас услышат, не замыкаться в себе. Для кого-то это, может быть, тоже важно услышать. Все-таки мы разные. Помните, что отшельнику сейчас, ну, никак не время. А что нам помогает? Когда мы выйдем из какого-то тупика, и карта повешенной, когда мы сами себя в этот тупик не вгоняем, когда мы, кстати, правда, если есть какая-то безответная любовь, по сути дела, тупик, мы выходим из нее. То есть и мужество нам тоже потребуется, безусловно. И Венера, которая вошла в ваш знак 4 числа, она как раз будет свидетельствовать о том, что, словно, знаете, наверное, это то мужество, которое к нам приходится через вдохновение, когда мы хотим иного качества жизни. И мы не согласны быть на вторых ролях или быть в каком-то подвешенном состоянии. Или когда нам не сказали «нет» и не сказали «да». У кого-то это может проиграться по работе. И вы захотите ясности, понимания, какой-то четкости по любому вопросу в любой сфере жизни. Потому что когда вот эта карта, она нас призывает увидеть проблему, задачу, какое-то дело под другим углом. И когда мы это рассматриваем, человек как будто, вот видите, мы меняем обстановку, и человек танцует. Видимо, для вас будет очень важно, мои дорогие львы и львицы, не попасть как в зависимые отношения, как не терять даром времени, правда. Может быть, для кого-то из вас это говорит еще карта о том, что будут просто какие-то заминки и знаете, по времени. Например, мы какие-то документы оформляем, или есть вопросы, которые рассматриваются, ну, например, бюрократическая машина. Вот там мы не можем что-то ускорить. Тогда по этой карте мы должны спокойно принять какую-то реальность. Если сегодня тот или иной вопрос, на который мы, опять же, не влияем, у нас почему-то тормозится, значит, нужно просто подождать. По этой карте мы не ждем, когда от нашего какого-то решения что-либо зависит. Но если обстановка, какая-то данность, она такова, что мы не можем какое-то дело ускорить, значит, мы не должны себя где-то изводить по этому поводу. Вот это тоже примите во внимание. То есть какие-то проволочки все-таки на неделе могут быть. Но ведь это в позиции как будто нам помогает. Значит, кто знает, в последующем какой-то вопрос, даже тот, который был на паузе, он будет развиваться потом последовательно и достаточно быстро. То есть есть какая-то необходимая заминка. Вот примите это спокойно. Дела, работа, бизнес. Вообще карта где-то вашей энергии, король жезлов, карта харизматичного лидера. И мы немножко на своей волне. Но обратите внимание, мы должны быть честны сами с собой, это в первую очередь. По королю жезлов белые перья в этой колоде карт вокруг челмы. О чем они говорят? А это как раз об искренности и о честности. И, видимо, отталкиваться от любого дела нужно именно с позиции, когда, знаете, действительно ли нам нужно решать тот или иной вопрос. Действительно ли нам нужно участвовать в этом деле. Вас может окружать, как и много людей. Кто-то, знаете, может в вашу сторону проявить симпатию, захотеть с вами дружить. Но здесь, наверное, если мы говорим о каких-то делах, все-таки это позиция дела, работа, бизнес,
отчасти дополняет карту повешенной и говорит, что могут быть заминки, потому что карта лидера не предусматривает, что мы куда-то стремглав мчимся. И сам по себе король, он присел подумать, он что-то должен для себя прояснить. И не время действовать. Как будто, обратите внимание, вот я уже сказала, цвета в этой колоде имеют значение. Если белые перья вокруг челмы, то это про искренность, про честность и в первую очередь самим собой. То есть наши какие-то помыслы должны быть честны. Но рядом у нас красный цвет, то есть челма красная. Красный цвет – это какие-то действия. То есть какие-то свои действия, последующие, продумывает с учетом реальности король жезлов, но он и готов к чему-то приступить. Обратите внимание тоже на рукава. Есть красный цвет, как будто уже вот-вот, может быть, 5 минут до старта, что-то осуществить. Но нет, не до конца. Вот как будто время не пришло еще действовать. Может быть, как-то разовьются события. Или, может быть, эта карта просто говорит, успевай додумать или успевай найти нужную информацию, успевай все подмечать вокруг. Но сначала нужно проанализировать и уже только потом действовать. И у тебя все получится. Вообще ваши энергии, ваши задумки или ваши какие-то планы, они осуществятся, нам об этом как раз и говорят. Но это не должно быть в виде какой-то синкопы. Может быть, вообще отказаться от каких-то действий и выйти из тупика. Вот что нужно делать, когда какие энергии принимать, для вас придется решать на этой неделе. Но вы в своих, опять же, энергиях, и уже как победа какая-то у вас есть, нам сразу же, что важно знать, выпала эта карта, поэтому в общем и целом то, что вы хотите осуществить, мои дорогие львы и львицы, у вас получится. Что у нас по финансам? Но, тем не менее, знаете, по этой карте, это карта хандры где-то, это карта всегда прошлого, потому что в прошлом разлитые 3 кубка у человека, словно траур. И тут один только совет сразу идет: развернись на 180 градусов и увидь вот эти 2 кубка, которые за спиной. Как будто нам не нужно идти в прежнем направлении, мои дорогие. И наша будет задача выйти вот из такого апатичного состояния. Может быть, есть какой-то вопрос по финансам, который вас абсолютно не обрадовал, или есть какая-то ситуация, которая тянется из прошлого, которая тоже по финансам не решена. Или еще какой-то вопрос. Так вот, знаете, энергетика этой карты нам говорит просто оставить прошлое в прошлом. Как будто нет смысла пытаться что-то переделать. Или какой-то вопрос начать решать заново. Мы потеряем время, мы потеряем где-то оптимизм на этой волне запросто. В итоге мы можем остаться ни с чем. Поэтому нам путь только вперед, все-таки победа, да. И для кого-то из вас это может просто проиграться, как я ищу выход из какого-то тупикового положения. У кого-то вот этот повешенный может проиграться как финансовая ситуация, в которой есть какой-то определенный минус. Давайте посмотрим. Но это мелкая карта в личной жизни. Шикарно. Карта якоря, по сути дела, когда у нас все идет так, как мы хотим. И отчасти все то, что я сейчас сказала, карта жадины, нам говорят: сохраняй все то, что ты имеешь на данный момент. Пусть это на личную жизнь. И есть же значение тылы, да, посмотрите, какие они крепкие. Значит, наши тылы должны быть вот такие же. И мы себя, повторюсь, как не подвергаем риску, буквально финансы наши мы не тратим в этот период времени. Мы все сохраняем. И нам карта говорит о том, что впереди перемены. Будет какая-то обстановка вокруг вас меняться, и мы словно должны быть наготове, нас ничто не должно застать врасплох. Но эта неделя, как по личной жизни, ваши отношения, если есть таковые, или пусть это по работе, по деньгам, по вашим каким-то планам, мы удерживаем уже заданные позиции. Нет здесь реванша, но чего не избежать? Вдохновения. Мы здесь как раз словно планируем что-то на будущее, окончательно завершаем что-либо и, скорее всего, с чем-то разбираемся, ставим точку, выходим из какого-то либо тупикового положения, либо из каких-то, может быть, порядком уже надоевших отношений. Мы словно, самое главное, должны сохранить самого себя. Это тоже будет для нас в приоритете. Но я не могу сказать, что
на эту неделю это все-таки не такой большой срок для вас, мои дорогие львы и львицы, новое какое-то знакомство. Хотя по принцессе кубков может быть такое. И нам ведь уже несколько карт сказали, что будет много людей, будет, может быть, даже много какой-то турбулентности, хотя временами могут быть и паузы. То есть неоднозначная какая-то ровная неделя, будет где-то пусто, ну а где-то густо, где-то много людей, много событий, много информации, может быть, в какой-то день вас словно закружит. А будет, когда, знаете, ну, словно что-либо становится на паузу. Или у кого-то из вас это может проиграться как в решении каких-то вопросов документов или через документы, может быть, какие-то вопросы финансов. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы. Благополучной недели вам. Будьте счастливы и любимы всегда.